Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам, как за 48 минут, если быть точным, за 1 час, выполнить свой недельный кап по обычным самоцветам в игре Diablo Immortal. Я играю за охотника на демонов и выполняю этот недельный кап в Эребане. Я расскажу про свой билд, как это сделать максимально быстро и эффективно охотником на демонов. Мы разберем его, а также сделаем один забег, чтобы вы увидели, сколько на это нужно времени и сколько мы получаем самоцветов. Это видео я уже опубликовывал на своем основном канале, но чтобы не засорять его, я хочу выделить все видео о Diablo Immortal в отдельный канал DI Tools, и чтобы не копировать видео, потому что это не очень хорошо для алгоритмов YouTube, и меня просто могут заблокировать, я сделаю отдельное видео, где вкратце расскажу обо всем, что я рассказывал. И если вы смотрели его с моего канала, обязательно подпишитесь на мой новый канал DI Tools, где я буду рассказывать о способах максимально эффективной игры в Diablo Immortal за охотника на демонов. Давайте зайдем в игру. Выполнять недельный кап по обычным самоцветам мы будем в Эребане. И Эребан — это такая локация, которая находится в Вестмарше на центральной площади, там, где мастерская Декарда Каина. Там несколько порталов, предел бездны, Эребан, а также ворота в Авангард. И мы будем бегать именно Эребан. Эребан очень классная локация. Ты туда забегаешь, и тебе нужно открыть максимальное количество сундуков, а именно 60, чтобы получить 8 обычных самоцветов. Ты просто бегаешь максимально быстро, открываешь эти сундуки, на тебя нападают полчища монстров, и чтобы максимально эффективно и быстро это сделать, нужна скорость передвижения, а также несколько специальных навыков, которые есть и у охотника на демонов, и которые можно активировать с помощью ветки совершенствования. Если мы перейдем к моему билду, то у меня есть уже специально сохраненный шаблон или билд для Эребана. Он немножечко у меня, видите, изменился, потому что буквально на днях я играл, и мне выпало пару классных легендарок, но мы сейчас его заново сформируем. Мы его активируем и разберем с вами подробно. И давайте мы подойдем к нашей подружке Замине, которая управляет сущностями, и быстренько просмотрим, какие сущности я рекомендую использовать у охотника на демонов на Эребане. У нас будут 3 сущности заточены на отрыв, 4 сущности будут заточены на обстрел, и 1 сущность будет заточена на шакрам. Я объясню, почему на шакрам чуть-чуть позже. Давайте начнем с отрыва. Отрыв нам будет очень важен еще для работы в совокупности с веткой совершенствования, о которой я чуть позже расскажу. Я предлагаю использовать ложную цель на шлеме, которая увеличивает максимальное число зарядов отрыва на 1 штуку. В качестве плечей, здесь у меня, видите, так как я изменил легендарку, уже мы ее изменим, сущность на отрыв, и на плечах очень классная сущность — это растущая жестокость. Отрыв теперь позволяет совершить рывок вперед, при этом вы наносите урон пораженным противникам и обездвиживаете их. Это очень важно, когда вы через монстров должны быстренько пройти, переместиться вперед и в то же время обездвижить их. Так что мы передаем эту сущность на плечи. Поэтому у нас 2 сущность на плечах посвящена отрыву. И 3 сущность на отрыве у нас на штанах. Это тайный защитник. Отрыв создает щит, поглощающий 10 тысяч урона. Эти цифры могут разниться в зависимости от уровня вашего совершенствования. У меня уровень примерно сервера, плюс я достаточно прокачанный герой, уже играю больше года. Плюс у меня, видите, все пробужденные предметы, поэтому они дают какой-то дополнительный бонус. Но каждый раз, когда я совершаю отрыв, у меня появляется щит, который поглощает 10 604 единицы урона. Здесь у нас сущность отстоит, мы ее менять не будем. Дальше мы работаем с обстрелом. И на обстреле у нас будут 4 сущности. Начнем с оружия.
Во время действия обстрела ваша скорость передвижения повышается на 30%. Это сущность парящий ястреб. Это самая главная сущность, которая дает нам максимальную скорость передвижения. На второй стоечке у нас будет обстрел, теперь призывает вертящуюся тень. Это сущность незасеянное поле. То есть мы просто нажимаем отстрел, у нас выпадает вертящаяся тень, а мы, благодаря сущности парящий ястреб, начинаем бегать со скоростью 30%. Быстрее. И чтобы максимально продлить этот эффект, на вторую стойку оружия мы ставим неугасающая ярость, когда обстрел действует на 39% дольше. Мы просто продлеваем действие этого эффекта. Ну и у нас остается корпус, на который мы можем, в принципе, любую сущность обстрела, там можно на крит урон, можно еще на что-то. Ну, я поставил, что урон от обстрела увеличен на 19%, и также пробуждение дает мне сокращение времени восстановления обстрела на 10%. В принципе, да, ты ставишь эту вертящуюся тень, она дамажит монстров, а ты бегаешь со скоростью 30%, которая продлевается на 30%. И на последнее оружие я ставлю сущность, которая бустует вращающийся шакрам, а именно лунный электрум. Вращающийся шакрам теперь выпускает ветряной клинок, который тянет за собой пораженных противников, после чего некоторое время вращается на месте и взрывается. Это очень крутая сущность. Почему? Потому что в Эребане, когда ты уже взял все 60 сундуков, 8 уровень сложности, и выбегаешь обратно, если у тебя по пути оказывается большой сундук, ты тоже его можешь открыть, и тогда тебе надо будет убегать уже от ужаса, который пробудился и захочет тебя уничтожить. С ним вообще никаких шансов сражаться нет, поэтому от него нужно просто убегать, но закрываются все сундуки, которые еще не были открыты, и также закрываются все двери-гейты. И перед каждым гейтом тебя дуют огнеметы и очень активно атакуют монстры. И если ты замешкался чуть-чуть перед этим гейтом, то у тебя никаких шансов нет, тебя монстр начинает дамажить, и ты не можешь просто открыть этот гейт, и ты погибаешь. Так вот, вот этот вращающийся шакрам, а именно ветряной клинок, он откидывает противников и немного их замораживает. И у тебя есть секунда для того, чтобы открыть этот портал и убежать. Это часто помогает, если ты решишь, помимо того, чтобы закрыть 60 сундуков, еще и открыть самый главный сундук, и еще потом убегать от ужаса. Это сразу скажу, что это не обязательно делать, в этом сундуке ничего нет, и Эребан фактически нужен для того, чтобы фармить кап самоцветов максимально быстро. Вот такие у меня сущности на доспехах, и, ребят, я считаю, что это самый лучший вариант для охотника на демонов. Ну, чтобы все это круто бустовалось, конечно же, нужны комплектные правильные предметы. В принципе, здесь не важно, какие у тебя будут 4 оставшихся предмета, но основные 4 предмета должны быть, конечно же, комплекта желания Витху, потому что они продлевают действие положительных эффектов на вас и участников группы на 30%. И это очень важно, так как мы ставим вертящуюся тень, но еще Витху нам увеличивает ее продолжительность на 30%. А чем дольше мы бегаем с увеличенной скоростью, тем эффективнее мы бегаем по Эребану, открываем сундуки. Вторые 4 предмета у меня, по-моему, здесь от моего PvP билда, это награда мрачного проводника, и я их, то есть именно из PvP билда создавал билд для Эребана, потому что здесь тоже все заточено на рывок, а в билде с Эребаном у нас много заточено на рывок, тоже 3 сущности на отрыв, и вы видите, что когда я совершаю рывок, мой урон повышается на 15%, а также повышается вероятность критического удара, что тоже важно, чтобы монстры убивались. И для чего важно все-таки убивать монстров в Эребане? А здесь мы с вами коснемся ветки совершенствования. Для Эребана важна правильная ветка совершенствования, и это предвестник. Смотрите, у меня выбраны вот эти 5 навыков, да, и давайте их конкретно, вот именно вот эти скриньте, чтобы потом настроить себе эти навыки. Давайте разберемся с ними. Я выбираю быстрый шаг. Время восстановления умения с рывком сокращено на 10%. То есть помимо всех бустов у нас еще на 10% сокращается время восстановления отрыва.
Также иллюзорный шаг. Вы можете беспрепятственно проходить сквозь монстров, а также преграды и ловушки, созданные с помощью умений. И это самая главная характеристика, потому что в Эребане на вас нападает огромное количество монстров. Они могут создавать ловушки различные, морозить вас и все остальное. С помощью этого навыка ветки совершенствования, иллюзорный шаг, вы беспрепятственно сквозь них проходите, они вас не морозят, это очень круто. Ну, конечно же, мы выбираем еще дикий порыв. Вероятность критического удара повышена на 10% от вашей скорости передвижения. А так как у нас все заточено на скорость передвижения, то у нас постоянно повышен крит. Естественно, резвость. Почему я говорил, что все-таки монстров, их целенаправленно убивать не нужно в Эребане, но важно, чтобы наши вертящиеся тени их дамажили и убивали, потому что после убийства монстра повышается ваша скорость передвижения еще на 3%, на 5 секунд, вплоть до 15%. Мы постоянно бустуем нашу скорость передвижения. Ну и смертоносный порыв, он просто увеличивает все эти проценты с 10 до 20, что тоже нас бустует. В качестве ветки для отряда я выбираю, по-моему, комнату какую для отряда. Я выбираю хранилище. Ну, в принципе, здесь вообще не имеет значения, какая у вас будет комната для отряда. Ну, мне просто нравится, что у меня здесь повышается вероятность блока и также увеличивает мой запас здоровья на 6,5% и увеличивает мой размер. Вот, это очень круто. Скриньте, ну, конечно, чтобы у вас появились все эти артефакты, вам надо будет побегать в Царангаре и собрать все эти реликты. Это тема для отдельного видео, конечно. Отряды, зачем они нужны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно, я обязательно об этом расскажу. Это реально бустует героя и делает вас сильнее в игре. В общем, ребят, мы собрали билд. Теперь давайте посмотрим на наши умения. Так как я говорил, у нас все заточено на обстреле, поэтому самый главный навык у нас обстрел. Естественно, у нас 4 сущности на нем. У нас 3 сущности на отрыве, вот их все можно здесь посмотреть, которые мы назначили. Да? На обстреле все сущности, что он призывает вертящийся тень, увеличивает время действия на 30% и скорость нашу. Я обязательно ставлю умение «Взгляд теней». Что это такое, ребят? Многие недооценивают это, кто играет за охотника на демонов, но это очень крутой навык, который присущ только охотникам на демонов, и он мгновенно раскрывает всех боссов, но нам важно, что эта штука увеличивает скорость на 20% на 12 секунд. Еще бустует нашу скорость. Более того, у тебя становится видимость лучше на 90 метров. У тебя карта как бы уменьшается. Ну, вы сейчас увидите, когда я буду проходить Эребан. И ты видишь гораздо больше. Ты видишь, куда тебе бежать, направо, налево, чтобы не забежать куда-нибудь в тупик. Ну и, конечно же, я ставлю шакрам, потому что мы добавили ему сущность ветряной кромсатель, который выпускает ветряной клинок и наносит 37 тысяч урона и тянет за собой пораженных противников. Скриньте, какие навыки. Здесь, в принципе, не важно, какой навык. Это может быть и взрывная стрела, и выстрел из арбалета. Я ставлю выстрел из арбалета, потому что при выстреле из арбалета ты можешь как бы и стрелять, и двигаться. И давайте, ребят, побежим в наш Эребан и посмотрим, как все это выглядит. Я, кстати, играю вот на джойстике. И играю опять на холодную, поэтому не обессудьте, но первое, что мы сделаем с вами, это, смотрите, у меня здесь выбор стойки, нам нужно обязательно выбрать стойку скорости. При этом у нас скорость передвижения увеличится на 10%. И давайте мы вот прям сразу у героя посмотрим, какие у нас сейчас характеристики. Конкретно сейчас скорость передвижения у меня 24%. Если мы включаем взгляд теней, включили, смотрим, какая у нас скорость передвижения. Скорость передвижения у нас уже 34%. Ну, они не суммируются, но чуть-чуть друг другу добавляют. Если мы ставим вертящуюся тень, то у нас скорость передвижения бустуется до 44%. А если мы еще начнем там убивать монстров, если мы воспользуемся веткой совершенствования, то у нас скорость будет все время 150%, что очень важно.
И вот мы подошли к воротам в Эребан, нажимаем на них. Здесь же можно посмотреть, нажать на камни и посмотреть. На этой неделе я уже получил 15 из 63 привязанных самоцветов и 15, естественно, из непривязанных самоцветов. Кап — это 63 привязанных, 63 непривязанных. Ну и, соответственно, за один забег мы с вами будем получать по 4 привязанных, 4 непривязанных. Дальше мы посмотрим, сколько у нас потребуется на это минут, умножим на количество раз, которые нам нужно пробежать, чтобы выполнить кап, и увидим, сколько реально на это нужно потратить времени, чтобы потом всю неделю быть свободным с этими заданиями. Ну, давайте входим. И, в общем, я рекомендую включать взгляд теней сразу же, как вы вбежали, и начинать открывать сундуки. Ребят, не нужно останавливаться перед сундуками и бегать вокруг них, чтобы все взять. Вам нужно только бегать и открывать сундучки. Если вы пропустили 1 или 2, ничего страшного, бегите дальше. Вот, и постоянно реактивируйте ваши навыки, чтобы у вас постоянно поддерживалась максимальная скорость передвижения. Ну, пока у нас нет в первых нескольких залах монстров, как только они появятся, вертящиеся тени будут убивать, и также у нас будет бустоваться скорость, что очень важно. Вот смотрите, взгляд теней, он как раз покажет нам, куда нам нужно, собственно, бежать. Потому что вот здесь вот непонятно было нам бежать вправо или влево. Поэтому взгляд теней — это очень крутой навык, который присущ, к сожалению или к счастью, только охотнику на демонов. И, кстати, если вы бегаете в группе, то он действует, как и Витху, абсолютно на всю группу. Смотрите, ребят, мы уже собрали 32 сундука. И у нас осталось 65 секунд. Я думаю, что мы очень легко выполним это задание. И давайте вот бегаем и продолжаем собирать сундучки, а именно открывать их. На 40-м сундуке будет у нас как раз 6-й уровень сложности. 6-й уровень сложности открывает большой сундук. Вон, видите, он на карте появился, да? И, ребят, его совершенно не нужно открывать, потому что если вы его откроете, то все сундуки закроются, и вам надо будет убегать от ужаса. И в итоге вы получите, если не умрете, только 6 самоцветов, 3 привязанных и 3 непривязанных. А по сути в этом сундуке на самом деле ничего не лежит. Вот. Эребан все-таки нам важен для самоцветов. Поэтому мы будем сосредоточены только на том, чтобы бегать и закрыть наши 60 сундуков. Вот, мы закрыли даже 62 сундука, и у нас остается 40 секунд. Предлагаю бежать максимально обратно и не брать большой сундук. Все-таки он немножечко находится в стороне. И если мы побежим туда, мы можем не добежать, потому что вот здесь вот как раз, видите, полоска на карте, здесь будет гейт, который нам надо будет пробегать и открывать, и на нас будут нападать монстры. У нас осталось 19 секунд, и мы уже практически вышли. Скорость у меня прям огромная, мне очень нравится, как быстро бежит мой нефалемчик. И, ребят, когда мы выбежали, нам нужно вставать вот как раз вот на эту ступеньку. Здесь появится портал. Давайте. Опс, портал появился. И смотрите, ребят. Смотрите, что самое интересное. Мы сбежали. И нам потребовалось на это всего 3 минуты и 6 секунд. И мы с вами получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 обычных самоцветов. Ну, не круто, а? Естественно, все это барахло нужно продать, не продать, а разобрать у Раика. И в чем самый главный прикол? Что когда ты бегаешь в Эребане, помимо того, что ты получаешь по 8 самоцветов, ты еще получаешь практически всегда 2 сущности монстров и можешь открывать новые страницы. И ты собираешь сущности бездны. И, кстати, у меня уже собрано 10 штук. И
Они выпадают, причем неважно от того, открываешь ты самый главный последний сундук или нет. И можно дополнительно буститься за счет того, что тебе выпадают легендарочки и различные руны. В общем, ребят, смотрите. За один забег 3 минуты ты получаешь 8 обычных самоцветов. Соответственно, тебе нужно 16 раз пробежать, чтобы выбрать недельный кап, и на это нужно 48 минут, ну, со всеми заходами-выходами, не больше часа. И вы тратите час своего времени, не прыгая нигде по локациям, ни крытых логов или еще чего-то. Быстро бегаете, создали классный скоростной билд, и все, вы на всю неделю свободны. Вот. А оставшееся время можно потратить на что-то более интересное. Например, изучение английского языка или чтение книжек, или еще чего-нибудь полезное. Так что увидимся с вами в следующем видео.